Здравствуйте, где я сижу? Сижу в машинке. Арендовала, как всегда, машинку на Корфу для того, чтобы ездить по острову и ездить на фестиваль. Так как жить я буду в разных местах, хочу смотреть, путешествовать. И что меня удивило, на Корфу я думала, вот сейчас на машине заеду на рынок, куплю овощей, фруктов, свежайших, морепродуктов. В итоге все закрыто, воскресеньем. В итоге я заехала в Lidl. Да-да-да, наш любимый Lidl, это все. Купила бананы, какие-то персики, ассортимент почти такой же, как в Эстонии. И что интересного, есть вот такие другие сыры, а так Lidl представляет собой такой же вообще магазин, точно такой же, как и в Эстонии, Латвии, Литве. И поеду туда, где поселилась. Поселилась я возле Сидари, по-моему, называется. То есть это получается северная часть, а фестиваль будет проходить в такой северо-западной части. А сама Киркира, это как бы столица острова, находится на восточном побережье. Вот, и я сейчас здесь и поеду, мне часик ехать до моего места. Вот я припарковалась. Сам домик выглядит вот так, где я арендовала. Это вот здесь моя комната, достаточно большая. Здесь целый такой двор. Красивый. Мой столичек тоже. Вот такая территория. И вот так. В принципе, кровать. Здесь кухня. Здесь есть диван, выход. Это я. Здравствуйте. Все зависит от районов на Корфу. Здесь разные районы. Есть получше, есть более такие хипстерские, более модные, а есть более спокойные, более семейные. И цены зависят от этого. Например, конечно, в хипстерских районах, ну это так, я их так называю, в районах более, как сказать, развитых, где инфраструктура лучше, там минимальная ночь, наверное, стоит от 70 евро и больше. Вот. Мой райончик поспокойнее, он тоже возле моря, но спокойнее, потому что я на машине, поэтому мне без разницы, я хочу ездить, путешествовать по всему острову. 42 евро ночь, но у меня скидки там на букинге большие, поэтому я думаю, может быть, где-то район 50-55 вот такое стоит. Вот, я хотела именно отдельно, хотела с кухней, хотела отдельную прям такую территорию себе. Вот, но вообще я буду все равно на фестивале, для меня жилье не столь важно. Вот, многие живут в палатках там, но я такой вид не очень люблю. Я люблю, когда комфортно, когда моя внутренняя жрица отдыхает в хороших условиях. Вот такие пейзажи. Материковая часть Корфу очень зеленая, прям очень много цветов разных. Но, как все южные страны, чем-то мне Азию напоминает. То есть есть такая неухоженность немного, заброшенность, что ли, расслабленность. Ну, может быть, в этом и прелесть. Очень красиво. Мне очень нравится у них аптеки. Аптеки — это целый прям магазин обуви, очков, которые я снова забыла у себя, разных принадлежностей вообще. Здесь артрозы разные. То есть зона отдыха, магазин. И очень много косметики. Прям даже я заинтересовалась. Вот прям очень-очень-очень-очень-очень много. Иду к пляжу. Выбралась. Проехалась на машинке 8 часов. Тут везде такие серпантины. И сейчас направляюсь. Можно было и проехать на машине. Тут есть разные парковки.
Но я почему-то решила остановиться вдоль главной дороги и уже пешочком пройтись, потому что осмотреться. Ачарави это место называется. Это, получается, северная часть. На мой взгляд, она достаточно пенсионерская. То есть молодежи тут не вижу, тут очень все спокойно, и одни пенсионеры в основном. А вообще, на самом деле, отели разные. Разные такие, не знаю, как бы гостевые дома. И, честно, впечатление пока что такое интересное. Вот такое северное побережье. Вода очень чистая, красивая, песок. Что для Корфу не особо популярно. Но здесь есть, конечно, и галька чуть-чуть, но все равно пляж широкий, большой. И туда прям простирается. Вот типичный городок. Недалеко от моря. Просто проезжаю мимо. Вот такие улочки. Очень узкие. Еду около 10-11 утра. Никого почти. Они все очень долго отдыхают. Я не только посещаю фестиваль, но и также езжу по Корфу, открываю вот такие красивые места. Посмотрите, какое просто лазурное море. Видны острова. Это мыс. Мыс, где и люди. Людей, да, туристов очень много. А мыс — это северо-западная точка, самая крайняя. Очень красивая. Арилос считается одна из самых красивых зон на Корфу, частей, хипстерская и такая более молодежная, хотя пенсионеры, как видите, тоже есть. Я ничего их против них не имею. Но интересно, у меня вообще пока складывается ощущение, что Корфу это для пожилых европейцев остров такой немножко. Пляж классный, волн нету, красиво. Ну вот, на Арилосе уже более современные отели, уже есть такие эко-органик магазины. Я зашла, там, конечно, больше как бизнес. Это моя новая вилла, я уже дальше поехала, это Сидари, по-моему, так, могу ошибаться. И здесь уже красивая, более современная территория, такой как мини-отель с бассейном. Вот там мой номер, вот такой сам домик, аллея. В принципе, неплохо, но, например, вообще все жилье такое на Корфу пока что, где я была, из таких стран южных. Не могу сказать, что оно какое-то, с ним что-то не так. Вот какой-то просто низкий уровень, я не знаю, как это сказать. Вроде бы все гостеприимно, хорошо, но как-то вот все равно захотелось снять просто сразу. Есть такие еще, я не знаю, пользуется ими кто-то или нет. Вот. Наверное, мне надо еще обдумать. Пока не могу дать такой отзыв о домах, о их жизни. Вот, например, вот такой дом. То есть чем-то, вот, не знаю, Индия, что ли. Ну так в Индии это все дешевле в 3 раза. Вот, то есть у меня такое, что уровень как бы комфорта, наверное, как в Индии, а цена как в Европе. И это немножко как-то странно.